Всем привет! 21 августа 2023 года, Минская область, Пуховический район. Сегодня у нас туман. Вчера ливень прямо стеной был. До этого дождей не было, наверное, недельки 3. Я виноград поливал. В общем, на сегодняшний момент уже кое-что созрело. Ну, давайте так. Каталония, она в принципе, ну, как и в прошлый раз. Кислоты уже не было, но сахар слабенько набирает. Пока я ее не трогаю, пускай кондиции набирает. Смотрите, это на пасынках такие прикольные гроздочки. Я даже не заметил, просто выросло. Ну, вот такие вот кондиции. В общем, попробовал. Есть можно, но удовольствия пока не получишь. Вчера буквально перед дождем успел все прочеканить. Вот сколько у меня лишнего. Но зато сейчас болезни не будет. Таня будет больше в грозди идти. Быстрее сахар будет набираться. Нельсон сигналочки. Попробовал. Ему еще повисеть надо. Но мускат уже чувствуется. Приятный. Смотрите, лоза уже вызревает. Причем на всех сортах лоза начала вызревать. Рядышком дынька. Уже окрас пошел. Я ее пока еще даже не трогал. Раз окрас только-только начинается. Ягодка размягчается. Но я думаю, может, на следующей недельке какую-нибудь ягодку попробую. Это тоже сигналочки у меня. Самбо тоже начинает только окрашиваться. Только-только. На прошлой неделе еще не было никакого окраса. Сейчас уже начинает. И вперемешку здесь лора-флора. У меня со смещенной зоны плодоношения. Но лора, она в принципе так тоже размягчается. Но не знаю, в прошлом году я ее пробовал в конце сезона. И кондиции мне не очень понравились. Ну, не знаю. В этом году посмотрю, как она будет набирать. Самый сахаристый на сегодня кишмиш 342. Вчера мы уже с женой 2 гроздочки подъели. Верхушки нормальные, сладкие. Низ немножечко, чуть-чуть кислота еще есть. Но уже как бы мы не выдержали. Уже по гроздочке умолотили. Тоже смещенная зона плодоношения. Вот рядышком кишмиш Юпитер. Вчера попробовал пару ягодок. Сахар очень хороший, мне нравится. Я бы уже ел. Но у меня традиционно как-то терпкость не уходит. Поэтому пока буду ждать. Лоза, кстати, смотрите, тоже уже вызревает вовсю. В общем, в Юпитере мне не нравится терпкость. В кожице. Именно в кожице. Так он сладкий, без кожи хоть ты бери доешь. Но все-таки хочу дождаться кондиции. Солнца было довольно много в этом году. Надеюсь, он наберет полноценной кондиции. И кожица все-таки жестковатая. Почему так, непонятно. Но говорят, на песках она кондиции выдает получше. У меня суглинок. Мускат Блау. Сахарок есть, кислоты почти нет. Приятненький, вкусненький. Лоза тоже, смотрите, уже. Ой, так она уже 1, 2, 3, 4, 5, почти на 6 междоузлей вызревшая. В общем, тоже вкусный мускат есть, но еще пускай висит. Ну и рядом элегант. Элегант навыдавал бомбы. Повторюсь, я уже всегда говорил, что он какой-то у меня нестабильный. 1 год он в начале сентября созревает, другой год в конце сентября, 3-й год вообще кислота не уходит, поэтому пока непонятно. Но я, скорее всего, буду от него избавляться. Ну, ягоды выдают, конечно, шедевральные. Женский цветок, кстати. Прима Украины. Цитронный мускат есть, сахар есть, хороший. Терпкость немножко в кожице еще есть, чуть-чуть. В принципе, пускай пока повисит. С лозой, смотрите, тоже. В этом году, кстати, на всех сортах лоза шикарно зреет. Ну, может быть, там единичные какие-то не особо. Например, как Каталония. Но остальные, даже Аркадия, уже лоза вызревает. В памяти учителя страдалец мой, ему уже лет 5 или 6, он только сейчас сигналочки дал. Короче, кустик слабенький, собирался корчевать. Ну, посмотрю. Пытается что-то показать. Будет видно. 1 там гроздочка, 2 гроздочка, 3. В общем, маленькие гроздюлечки. Попробую, что он в этом году выдаст, и буду принимать решение. Атос еще полностью даже не окрасился. Пока его не трогаю. Сигнальное плодоношение. Лоза уже вызрела почти наполовину. В общем, потенциал есть. Будем посмотреть. Ну, как всегда, сигналки не показатель. Но в этом году даже не сигналки выдали не очень хорошие грозди в этом году. На той же приме Украины она в прошлом году сигналила, в этом году она выдала что-то вообще непонятное.
хотя и лоза в том году вызрела хорошо. Аладдин сигналочки выдала. У меня когда-то был Аладдин, там мучился, не мычал, не телился, это я второй посадил, тот выкорчевал, этот лучше пошел. Лоза тоже шикарно вызревает, тоже уже там на 10 где-то междоузлей вызрела. Короче, созреванием вообще и я доволен в этом году. NZ Seedless начинает окрашиваться. Скорее всего, буду избавляться, что-то мне как-то не очень нравится. У Алексея первого пробовал вкусненький, прикольненький. У меня таких кондиций он все равно не набирает. В том году были сигналки, в этом году еще попробую, но скорее всего пойдет на удаление или перепрививку. Кстати, лоза здесь пока не вызревает. Нет, начинает потиху, идет кое-где. Надежда ранее на прошлой неделе только начала окрашиваться, сейчас уже почти вся окрасилась. Попробовал немножко еще, ну, наверное, недельку ей точно повисеть. Немножко не готова, но уже практически, уже можно употреблять. В этом году тоже не очень хороша. В том году все вызрела, лоза, кстати, вон, вызрела хорошо, но, скорее всего, приморозки, заморозки, эти весенние, осенние, скорее всего, они поповреждали эти глазки и пошли какие-то не очень продуктивные. Но ничего страшного, наверстает. Алешенькин, немножечко я его уже подъедал. Ну, еще недельку повисеть. Угу. В принципе, съедобный. Кислота чуть-чуть есть, чуть-чуть, самая малость. Пускай висит. Гроздочки, ну, средние в этом году. Вот, большая гроздь. И там вот перегнула. У основания я ее подвязал немножко. Конкретный перегиб. Я ее положил сюда на лозу и подвесил. Потому что питание не поступает. Пускай уже недельку-две помучается. Потом срежу. Дубовский розовый. До созревания ему еще далеко. Не факт, что созреет. Короче, в этом году у него последний шанс реабилитации. Гроздь, конечно, очень впечатляет. Но не знаю, что из него будет пока. Ягодка подгорела сверху, хотя листом прикрыта. Здесь еще пока и окраса нет, и кондиции даже не пытается. Лоза, кстати, начинает вызревать. В общем, этот год у него решающий. Будем посмотреть. Но гроздочки, конечно, классные. Вон, видите, какие. Аркадия. Но на прошлой неделе были очень маленькие ягодки. За неделю они надулись конкретно. Жена переживала, что не растет. Я знаю, что Аркадия ближе к сентябрю начинает конкретно дуться. Ну, так и происходит. Здесь раз гроздочка, два. Я думал, это две на побег. Нет, по одной оставил. Ну, здесь такие более плюгавенькие. Где-то лучше, где-то хуже. Но, во всяком случае, она стабильна. Каждый год дает маломальский урожай, какой-никакой. У некоторых, там вот у Вити Жуковского я был недавно, у него там вообще бомбы именно на крайних побегах выдала. Там последний побег, там 2 грозди висит, там килограмма по 3 уже, наверное, каждая. Конечно, я такого в наших условиях еще не видел. Но это еще пока не кондиция. Я думаю, она еще надуется, она еще покажет размер. Подарок не святая. Окрасился за неделю буквально. Попробовал, пока еще ягодка не готова. Через недельку буду уже пробовать на вкус. Чуть-чуть кислота еще есть. Вот такие сигналочки. Там еще вторая в мешочке, я уже не стала раскрывать. Но вот так примерно выглядит. С вызреванием у нее должна быть засада. Пока не вижу. Но тоже будем смотреть. Так как сахар уже есть, можно осветлять грозди, которые уже начинают созревать, чтобы больше солнышко попадало и на лозу, и на ягоду, чтобы быстрее набирала кондиции. Ну и дал еще кристаллом коричневый, столовую ложку на ведро воды под каждый куст. Пока еще. Но уже, хотя не рекомендуют подкармливать в середине августа, но я все-таки, вообще поливать. Я последнюю еще такую подкормочку в корень сделал. Сейчас буду только по листу монофосфатом калия. Буду там, грамм 40, наверное, дам. И по листу будет и защита, и подкормка через лист. Но это в большей степени мне нужно как защита лозы от болезней. При довольно высоких дозировках на лозу не цепляются болячки. Вот тем более сейчас и туманы прошли, и дожди. Должны быть болячки. Я вчера хотел обработать, но хорошо, что не успел.
потому что линул конкретный дождь. Сегодня обработаю. Ягоду уже пробую, потому что все сроки ожидания после последних химобработок прошли. Поэтому смело пробую ягодку. Пишите в комментариях, как у вас проходит созревание ягод, как движется вызревание лозы. У Аркадии тоже только вот начинается. Думаю, будет все нормально. Этот год по вызреванию должен быть вполне неплохим. Все, всем удачи, хороших урожаев.